Привет, друзья! В самом начале улицы Полтавский шлях в Харькове можно увидеть великолепный особняк. Здание под номером 1 бросается в глаза своей красотой. Многие экскурсионные маршруты начинаются именно от милого углового зеленого домика. Этот поистине архитектурный шедевр заслуживает отдельного внимания. Дворовое место, расположенное на углу Лопанской набережной и Екатеринославской, ныне Полтавский шлях, принадлежало еще с конца XVIII века майору в отставке Ионе Николаевичу Познанскому. В начале XIX века он взялся опекать сына своего товарища по Черниговскому полку Василия Григорьевича Масловича. Иона Познанский был богатейшим помещиком в Харькове. Владел миллионным состоянием. Купил в 1802 году у Николая Шедловского имение Гиевка под Люботином, где планировал создать образцовое имение. На некоторое время Маслович уехал из Харькова, а вернувшись, он начал заниматься окончанием постройки каменного двухэтажного дома по проекту Евгения Васильева. Дом в Харькове был каменным, двухэтажным с подвальным этажом, который охватывал лишь часть здания. В подвале располагались кухня, комнаты для припасов и прислуги. Вход в него был со двора, а на кухню еще из первого этажа. Первый этаж состоял из 4 комнат, главным образом гостиных и столовой. Остальные были спальными и детскими. Третий этаж был исключительно парадным. Он занимал только центральную часть здания. Здесь находился огромный зал с изящными печами, кабинет хозяина с камином, неотапливаемая библиотека и еще одна гостиная. Усадебный дом располагался в глубине дворового места. Окна его парадного фасада выходили в прекрасный сад. По Конторской улице шел ряд служебных каменных двухэтажных построек, на Лопанскую набережную выходили конюшни. На Екатеринославскую улицу каменный одноэтажный дом на 8 комнат, служивший флигелем на случай приезда гостей. Иона Познанский умирает в 1833 году и все свое миллионное состояние завещает Василию Масловичу. Родственники Познанского некоторое время сопротивлялись этому решению, но безрезультатно. К тому времени в доме Масловича в Харькове хранилась огромная коллекция картин, не имеющая себе равных библиотека. Сам владелец был известен как автор басен, как издатель и просто как замечательный человек. Василий Григорьевич Маслович умер в 1841 году, и все уцелевшее состояние перешло во владение его единственного сына Николая. 3 дочери Масловича по достижении совершеннолетия получали равные между собой доли, но куда меньше, чем их брат. Таким образом, все дворовое место по Екатеринославской улице под номером 1 перешло губернскому секретарю Николаю Васильевичу Масловичу. К началу 1860-х годов финансовое положение семьи Масловичей оставляло желать лучшего. Большая часть построек сдавалась в наем. При этом сам владелец проживал в совершенно ином здании. 23 ноября 1868 года он открыл в каменном одноэтажном доме книжный магазин, а 14 января 1869 года библиотеку для чтения. Как и отец, Николай Маслович пытался заниматься издательским делом. Он публиковал серию книг «В дороге и дома». По обычаям того времени для занятий книготорговлей Маслович перешел во временные купцы второй гильдии. Дом родителя сдавался в аренду под учреждение. В 1871 году по проекту младшего архитектора губернского правления Казимира Пальчевского у него был расширен второй этаж. В 1874 году по проекту Подьякова была построена каменная лавка практически на углу Екатеринославской и Лопанской набережной. В 1875 году каменный одноэтажный дом по Екатеринославской улице подвергся масштабным перестройкам по проекту архитектора Андрея Томпсона. Его расширили пристройками со двора.
пристройкой каменных одноэтажных лавок прорубили широкие выходы на Екатеринославскую улицу. К 1877 году обстоятельства вынудили Николая Масловича выставить дворовое место по Екатеринославской 1 на продажу. Приобрел его колледжский советник Карл Эрнестович Буркевич. Сам Николай Маслович переехал в новый дом по Мироносецкой улице, служил мировым судьей, а в свободное время готовил к изданию труды своего отца. Планы нового домовладельца были прегромадные. Оставив комплекс старых зданий по Конторской и двухэтажный каменный дом нетронутыми, все остальные постройки внутри двора и выходящие фасадом на Екатеринославскую он снес уже в 1879 году. Каменные строения разбирали на кирпич, деревянные на дрова. Уничтожен был и старый сад. Чудом уцелели каменные лавки на углу Лопанской набережной. Новый каменный трехэтажный дом с подвальным этажом должен был закрыть фасадом всю красную линию по Екатеринославской улице и частично по Лопанской набережной. Проект в 1879 году составлял известный киевский архитектор Александр Яковлевич Шиле. Представленный в июне 1879 года чертеж имел множество недочетов. Видимо, архитектор имел только план и размеры участка и не видел реальное положение вещей. В последующие 3 года Буркевич не смог приступить к постройке здания. Отчаявшись, он решил в 1882 году построить временные каменные магазины, пристроив их к уцелевшим каменным лавкам на углу Лопанской набережной и Екатеринославской улицы. Видимо, обиженный на всех архитекторов сразу, он лично чертил проекты и 31 июля 1882 года получил разрешение на их постройку. Только в 1887 году Буркевич смог приступить к постройке каменного дома. К тому времени проект подвергся существенным переделкам. Сохранив в целом основу, он потерял в длине по красной линии Екатеринославской улицы. Фасад здания стал менее изящен, полноценный 3-й этаж и вовсе превратился в мансарду. Переделки фасада приписывают архитектору Томпсону, однако работа была оплачена Шиле. Видимо, ему и пришлось этим заниматься. Окончание постройки приходится на 1888 год. Первый этаж заняли магазины, например, книжный магазин Алексея Суворина. Второй этаж занимали квартиры, а 3-й – комнаты в наем. Потратив огромные деньги на постройку здания, Буркевич не смог даже закончить полностью отделку его внутри и вынужден был продать его за 200 тысяч рублей с аукционного торга. Дворовое место купил горный инженер Петр Иванович Иванов. Он-то и закончил все работы по его постройке. Правда, под залог в Полтавском земельном банке. На 1901 год оценочная стоимость домовладения составляла 168 100 рублей, а долги с процентами между тем росли и достигли к 1910 году 450 тысяч рублей. В результате Иванов продал домовладение за 620 тысяч рублей купцу Адольфу Альбертовичу Мюнху. Он был владельцем здания на 1917 год. Адольф Мюнх организовал в здании, выражаясь современным языком, торговый центр. Среди прочих заведений там был расположен красивейший книжный магазин Алексея Суворина. В крупнейшем книжном магазине Харькова можно было приобрести книги по всем отраслям знаний – учебники, карты, глобусы. Ассортимент пополнялся новыми книгами еженедельно. Для книгопродавцов, библиотекарей, для общественных учреждений и студентов существовала система скидок. Этот магазин был также единственным местом, где в начале 20 века в нашем городе можно было приобрести элитарный и крайне дорогой журнал «Столица и усадьба». В его номере впервые в империи был напечатан цветной фотопортрет. Мраморная лестница подъезда по улице Екатеринославской, ныне Полтавский шлях 1, наиболее запоминающаяся часть из сохранившегося интерьера здания.
Ограждение лестницы тоже очень изящно. Потолок в подъезде также прекрасен. Тут был кинотеатр «Миньон», позже имени Карла Маркса, которые начали свою работу уже после революции в советское время. Мюнх еще в годы владения домом сделал рискованный шаг по реконструкции здания, пристроив с угловой стороны еще одно помещение. Это и был кинотеатр «Миньон». Последним учреждением, располагавшимся в здании, был заочный машиностроительный колледж, съехавший отсюда в 2006 году. С тех пор здание, которое принадлежит Харьковскому национальному экономическому университету, стремительно разрушается. Тут проводились работы по укреплению многоэтажных перекрытий подпорками, вскрывались полы и стены, чтобы понять, насколько все плохо с несущими конструкциями, рассказывал харьковский активист Иван Пономаренко на своей странице в Фейсбуке. Все очень плохо. Можно сказать, что здание обречено. Тут и подвал затоплялся, и фасад просел. Внутри почти вся начинка деревянная, а влага и холод для дерева – смерть. Похоже, максимум, что тут можно сделать – сохранить фасад и провести полную реконструкцию внутренности здания из современных материалов. Хотя Харьковский национальный экономический университет все это вряд ли потянет. Этот зеленый дом на сегодняшний день на грани исчезновения. Харьков может потерять один из старейших памятников архитектуры. И причиной стала не только война, а небрежное его использование. Противоаварийные работы необходимо было проводить несколько лет назад, но у собственника на это не было денег. 27 августа 2022 года по Павловской площади в 350 метрах от этого здания был нанесен российский ракетный удар. Сразу после него рухнули перекрытия в здании. Из-за запущенного состояния дома они не выдержали вибрации от взрывной волны. Будем надеяться, что дом восстанет из руин, как произошло с заброшенными зданиями на Полтавском шляхе 31 и 35. Я благодарю всех за внимание. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.